Ксавьер, Малая, чё так пугаешь? Что ты хотела? как понравится парню? Ха, смотря кто он. А не скажу. Тогда я тоже не скажу. Андерсон, ты дебил? А чё это ты меня по фамилии называешь? Так захотелось. Не хочешь сегодня после школы погулять? Можно будет, если у меня не будет дополнительных поматеши. Тебя отец до сих пор мучает этой матешей? Да. У нас сейчас как раз будет алгебра. Мне эта алгебра по горло. Через 2 часа. Я так устала после физкультуры. Грёбаный волейбол, я все руки отбила. И не говори, Кэр. На, попей воды. Спасибо. Кстати, ты когда признаешься Ксавьеру? Я не знаю, я боюсь этим испортить нашу дружбу, ведь она мне очень дорога. Он вчера на интервью говорил, что его сердце занято. Так, вдруг это ты? Не думаю, он ко мне относится как к сестре. Но я у него про это спрошу. Мы сегодня, возможно, пойдем гулять. О, тогда отлично. Блин, Кэр, уже все ушли, мы же сейчас на физику опоздаем. А можно не надо? Ксавьер, ты вчера на интервью говорил, что твое сердце занято. Если не секрет, кем? Кэр, у меня от тебя нету секретов. Это Луиза. Ого, поздравляю, надеюсь, у вас все получится. Как думаешь, я ей нравлюсь? Вы же вроде как дружите. Я не знаю, она мне не говорила. Понятно. А почему ты ей не признаешься, вдруг это взаимно? И я боюсь, что она мне откажет. А почему именно она? Ну, она очень красивая, милая, комфортная. Ты только не ревнуй. Ты дурак? Ты же мне как старший брат. Именно, поэтому, малая, мы сейчас пойдем за мороженым. Что? Зачем? Ты какая-то грустная. Надо поднять настроение. Какой из меня брат тогда? Да, пойдем. Секундочку внимания. Хочу напомнить вам о своем телеграм-канале, где вы всегда будете в курсе всех актуальных новостей и событий. В моем телеграм-канале вы найдете некоторые перезаливы озвучек, которых нет больше здесь на ютубе, а также будете знать самыми первыми, когда выйдет новая озвучка. Плюс, ко всему прочему, у меня появился приватный канал с озвучками, которых нет на моем ютуб-канале. Вы можете посмотреть их, оформив ежемесячную подписку за 111 рублей. Ссылочка на канал ждет вас в описании. Ну и не смею вас дальше задерживать. Продолжаем просмотр. Чё-то ты совсем без настроения. Мороженое невкусное. Пойдем, я другое куплю. Нет, мороженое вкусное, спасибо. Все хорошо, просто задумалась. Кэр, рассказывай, что случилось. Я тебя знаю 5 лет, не ври мне. А ведь и вправду, он знает меня, и я не смогу соврать, но и сказать, что я люблю его, тоже не могу. Извини, я думаю, мне пора домой. Так рано? Почему? Только сейчас вспомнила. Мама попросила прийти сегодня пораньше. Ну, раз тетя Камила так сказала. Мы как раз недалеко возле моего дома, поэтому я пойду. Хорошо, до завтра. Пока. Пока. До завтра. О, Кэр, ты уже пришла? Я даже не заметила. На столе ужин, садись, поешь. Мам, можно я завтра не пойду в школу? А что такое? Что с настроением? Я не знаю. Температура, походу. Ну, ладно. Тебе сделать чай? Да, давай. У тебя точно все хорошо? Да. Алина, привет. Ну что, вы погуляли с Ксавьером? Да, все сначала было нормально, но потом... И я у него спросила за интервью. Это Луиза. Что? Луиза? Да, это она, и, видимо, он ее правда любит. Солнце, не расстраивайся так из-за него. Ты найдешь лучше него. Лин, я не могу. Я понимаю, он не виноват в моих чувствах, но я не могу его видеть. Хорошо, отдыхай. Через неделю.
Что-то странно, Кэролайн нет уже неделю в школе. И на звонки и сообщения не отвечает. Может, просто себя плохо чувствует, а телефон выключила? Не думаю, она никогда так не делала. Всякое может быть. И я могу у Луизы спросить, она уж точно знает. Ой, у Луизы не надо. Спроси лучше у Аделины. Окей. Лина, привет. Данте? Не знаешь, что с Кэр? Она в школу не приходит, игнорит Ксавьера. А, игнорит Ксавьера? Ну, это вполне очевидно. А так она заболела. Почему очевидно? Я не знаю, могу ли я тебе это рассказать. Можешь мне доверять? Ты знаешь то, что Ксавьер любит Луизу? Чего? Он мне не рассказывал. Я думала, ему Кэролайн нравится, разве нет? Как видишь, нет. Он сам ей сказал, что его сердце занято Луизой. Так почему она его игнорит? Разве она не рада за друга? Ну, как тебе это сказать? Любит она его уже больше года. Вот это любовный треугольник. Ну и, соответственно, ей больно. Со мной она тоже не особо разговаривает. Девочки задолбали со своей ревностью. Данте, не смешно. Ладно, ладно. Тогда я можно скажу Ксавьеру, что она заболела? Про причину игнора не скажу. Окей. Короче, она просто заболела. Почему тогда она мне не отвечает? Я не знаю, сам поговори с ней потом. Ладно, напишу ей сегодня. Может, повезет и ответит. А чё это ты так переживаешь? Втюрился? Нет, ты же знаешь, она мне как сестра. Вроде лучший друг, а даже не может рассказать, кто ему нравится. Ты вроде на интервью говорил, что твое сердце занято. Да, было. Кто же она? Может, как-нибудь потом расскажу. Привет, только не игнорь, пожалуйста. Привет. Малая, мне сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Заболела? Ну, типа да. Понял. Можно приехать? Вкусненького привезу. Я не против. Давай. Хорошо, через час буду. Предупреди тетю Камилу. Через час. Привет, Ксавьер. Я вкусняшки оставил в коридоре. А, спасибо большое. Пойдем в комнату. Надеюсь, мама не съест все без меня. Кэр, ты как-то холодно стала ко мне относиться после того, как мы погуляли. Что-то случилось? Все нормально, ты чего? Я не вижу, чтобы все было нормально, а ты стала другой. Ты как-то избегать меня начала, ты перестала мне доверять? Почему? Что произошло? Нет, все хорошо. Мы же всегда ладили, такого никогда не было. Не будь загадкой. Это просто эмоции. Температура так действует. Извини, все хорошо. Лучше расскажи, что у вас там с Луизой. А, Луиза. Вроде все нормально, она начала проявлять взаимность, я так рад. Рада за тебя. Надеюсь, она та самая. Я тоже надеюсь. Я рад, что ты у меня есть. Самая лучшая младшая сестра. Сестра. Опа, здесь у нас секундочку внимания. Автор просит подписаться на ее телеграм-канал. Кому интересен автор, пожалуйста, подписывайтесь на канал автора. Вот, ссылочка в описании. Продолжаем просмотр. Я так боюсь тебя потерять. Ты чего? Почему он видит во мне только подругу, сестру? Неужели за 5 лет я ему не нравилась? Кэр, что такое? А если ты начнешь встречаться с Луизой и забудешь про меня? Ты обещаешь, что не бросишь меня? Кэр, я никогда тебя не оставлю. Как я могу оставить свою малую? Даже не думай про такое. Ладно. Извини, это просто минутная слабость. Ничего, я понимаю. Но все же, что с тобой происходит, Кэр?
Вытирай слезы и пошли лучше чай пить. Через 3 дня, понедельник. Кэр, иди сюда. Черт, я думала, они меня не заметят. Привет. Ты выздоровела? Почему не сказала? Да просто подходящего момента не было, вот и не сказала. Привет. Луиза, можем отойти? Да, конечно. Ксавьер, я сейчас приду. Ты же знала, что я его люблю. Да, но это к чему? Тебе нравится Ксавьер? Да нет, мне как-то все равно. Видно, что я ему нравлюсь. Было бы забавно по приколу повстречаться с челом, который достаточно популярен и пишет свои песни. Ну и соответственно, я тоже буду не менее популярна, как его девушка. То есть, все, что тебе от него нужно, это, так сказать, популярность? Ну, типа того. А так не волнуйся, мне он всерьез не нужен. Зачем ты играешь с его чувствами? А я не играю, он сам ко мне располагается. Ясно. Ты что, ревнуешь? Нет, с чего ты взяла? Если он тебе равнодушен, и это только для популярности. Какая же ты тварь, а я тебе еще подругой называла. Ладно, я пойду в столовку. Хорошо. Блин, у меня нету смысла винить и злиться на Луизу или на Ксавьера, ведь они не виноваты в моих чувствах. Но все-таки не ожидала такого поступка от Луизы. Ради популярности? Она не была раньше такой. Ой, привет. Можешь подсказать, где 109-й кабинет? Это же 11 А-класс, я там учусь. А вы кто? Мы новенькие. Я Ханна, а это мой брат дурак Кайден. Сама дура. Я тебя сейчас ударю, придурок. Я Кэролайн, можно просто Кэр. Так что, вас провести до кабинета? Приятно познакомиться. Да, мне тоже очень приятно. Тебе вообще никто не спрашивал. Закрой свой рот, сейчас пойдешь домой. Ханна, Кайден, через 3 минуты урок, потом будете спорить. Ой, извини. Я уничтожу того, кто купил последнюю булочку с вишней. Где мне взять еще такую же вкусную булочку, кроме нашей столовки? Я возмущена. Купи булку с маком. Но я хочу с вишней. Капец ты переборчивая. Привет, Кэр. Ханна, приветик. Ханна, знакомься, это Аделина. Можно просто Лина. Аделина меня называют только учителя. Хорошо, Лина. Можете мне показать школу? Да, конечно. А где твой брат? Какая мне разница, где этот болван? Пусть гуляет. Он мне сегодня подножку поставил. Я обиделась. Видно, сложно иметь брата. Конечно, ведь нужно делиться едой. Ладно, пойдем в школу покажем. А то следующая физкультура, если опоздаем, нам влетит. Физручка не в настроении. Эй, Кэр, постой. Можем отойти? Да, девочки, я сейчас приду. Что такое? Малая, нужна твоя помощь. Подскажи, почему сейчас тащатся все девочки? Интересный вопрос, но ведь у всех разные вкусы. Ну а тебе тогда? Я не знаю, какие-нибудь украшения, возможно, вещи для декора, интерьера. О, точно! Вы же с девочками, в том числе и с Луизой, поэтому с ума сходите. А при чем тут Луиза? Хотел бы ей что-то подарить, но не знаю что. Вдруг ей не понравится то, что я выберу. Понятно. Подари ей какое-нибудь дорогое колье, она такое любит. Хорошо. Ну, спасибо. Ксавьер Андерсон, это ваша девушка? Я не его девушка. Можно сфоткаться? Мне, наверное, пора.
Ребята, внимание! Луиза устраивает сегодня ночевку. Кто может прийти? Пойдем? Чтобы смотреть на то, как он будет с Луизой зажиматься? Да чего ты, повеселимся, забей на них. Ладно, мы с Ханой будем. Я буду. И я тоже. Ты пойдешь? Нет, конечно, там же ты будешь. Я тебе сейчас и забью. Не надо, меня Хана дома бьет. Я тоже буду. 20:07. Кэр, пижама прикольная. Кстати, да. Спасибо. Кто еще должен прийти? Еще нету Ханны с Кайденом и Данте. Ну, эта троица, как обычно, опаздывает. Всем привет! А где ты сестру потерял? Я не знаю, она со мной шла. Ожидаемо. Ладно, ждем остальных тогда. 20:23. Все на месте? Да. Через полчаса. Блин, сходите кто-то в магаз. Луиза, у тебя есть что-нибудь похавать? Не, с тобой я со своей едой делиться не буду. Ты у меня в прошлом году сосиску в тесте забрал. Ну и дура. За себя говори. Ты типа меня сейчас дураком назвал? А возможно. Но лучше не обзывай Луизу. Ё-моё, ты с какого момента начал за девочек заступаться? С этого. Ладно, проехали. А давайте в чат рулетку. О, гоу. Погнали. Так, поиск собеседника. Привет, молоденькая. На, молоденькая. Сколько лет? 10. Девочка, а скинешь конфеты? Скидывай нафиг. Чё там за... Блин. Я еще не был 10-летней девочкой. Поехали дальше. Приветик, как дела? Все хорошо. А ты там одна? Да нет, я с подругой. Как вас зовут? Я Альбина, подруга Аделина. Красивые имена. Через 15 минут. А вы шарите за скибиди туалеты? Скидывай, там ребенок. Поиск собеседника. Приветик, тапаешь Хамстер Комбат? Чё? Фиг через плечо. Пошутила. Смешно. Как вас всех зовут? Я Луиза. О, а последняя девушка ничего такая. Я бы даже замутил с такой. Ага, размечтался. Она занята. В смысле? А все просто. Луиза, ты мне нравишься, и я бы хотел, чтобы ты стала моей девушкой. Ты согласна? Я сейчас в шоке. Если мне нужен статус, я должна согласиться. Я согласна. Ты мне тоже нравишься. Поздравляем! Давайте за это выпьем. У меня как раз где-то было вино домашнее. Отлично. Через 3 часа. 3:47. Ксавьер, что ты тут делаешь? Воды встал попить. А ты почему встала? Не знаю, не спится. Понятно. Ладно, я пойду. Чем она лучше меня? Ксавьер, почему она? Я всегда была рядом. Я всегда тебе помогала. И я помогала тебе песни писать.
постоянно была твоей опорой и поддержкой. Ты ведь относился ко мне так же, но выбрал другую. Ничем не лучше. Я не могу приказать себе, что чувствовать. Стоп, подожди, ты это к чему говоришь? Я знаю, ты много выпил, и, наверное, на утро все забудешь. Но я люблю тебя. Я была готова на все ради тебя. Но, видимо, Луиза выиграла. Ты не можешь сейчас обижаться на нас. Действительно не могу. Ты давал мне ложные надежды, а Луиза слушала мои часовые рассказы о том, как ты мне нравишься и как я хочу быть с тобой. Это действительно было неправильно. Я не совсем понимал, что делал. Мне стыдно, правда. Это уже ничего не меняет. Да, Луиза и вправду знала о твоих чувствах, но так поступила с тобой? Мне есть смысл врать. Ладно, глупый вопрос. Извини. Это очень некрасиво, я теперь понимаю твои чувства. Не нужно мне это все говорить. Мы закончим это сейчас и все. Ты сделал свой выбор. И я не хочу, чтобы ты разрывался между мной и Луизой. Спокойной ночи. Спокойной, Кэр. Через 2 дня, 7:58. Слушай, Луиза, сейчас разбираться в этом на самом деле бессмысленно и абсурдно, но я должен. Что случилось? Ты знала, что у твоей лучшей подруги есть чувства ко мне, но ты все равно продолжила? Разве это правильно? Ксавьер, ты сейчас серьезно? Вполне абсолютно. Я видела, как ты смотришь на меня, чувствовала, что между нами есть связь. Долго не могла решиться, но поняла, что влюблена. А ты планировала поговорить с ней или оставить это в тайне? Конечно, поговорила бы. Я не настолько беспринципная. Мне очень жаль, что я сейчас потеряла подругу, но я буквально разрываюсь между вами, Ксавьер. Кэр из-за сильной обиды на Ксавьера заблокировала его. Школьная столовая, 11:27, 21 октября. Чё пьешь? Сок гранатовый. Будешь? Нет, спасибо. Можно подсяду? Нужно поговорить. Ну, садись. Кэр, что случилось? М? Почему ты Ксавьера заблокировала? Я понимаю, что ты сейчас не в настроении. Но, пожалуйста, объясни хотя бы мне, в чем дело. Данте, к чему это все сейчас? Господи, разве не ясно, что я просто придумала себе какую-то симпатию? Мне казалось, что у нас взаимная симпатия, а потом все вот так вот оборвалось. Он ушел к Луизе. Мне очень больно и неприятно. Я не могу контролировать свои действия и эмоции, тем более зная намерения Луизы к Ксавьеру. Я тебя понимаю, но подожди, какие намерения? Ой, я что-то ляпнула, забей. Ну ты смотри мне. Мне тебя жаль, я не знаю, как тебе помочь в этой ситуации. Он любит ее. А тебя, как подругу, ты сама понимаешь. Я понимаю. Но я попытаюсь его отпустить. Я верю, ты его отпустишь и найдешь того самого. Спасибо. Все, закончилась ваша дружба. Шутишь? Что случилось-то? Луиза случилось. Серьезно? А я ведь даже не извинился перед Кэр. Не надо, не трогай ее. Дружить с тобой она явно больше не будет. Черт. А че это ты решаешь, будет она со мной дружить или нет? Она же тебе сама сказала, что закончит все. Это она закончила, а не я.
Какая тебе вообще разница? Нафига ты мне советы раздаешь? Это моя лучшая подруга, а не твоя. Ты чё, остынь, не кричи. Она тебя сама заблокировала, вы с Луизой очень обидели ее чувства. Луиза тут при чем? Еще и ее будешь приплетать? Ты не хочешь меня слышать. Кэр не хочет с тобой общаться. Я должен с ней поговорить. Забудь про нее, она хочет тебя отпустить. Ты совсем страх потерял? Альбина, позови директора. Что тут происходит? Вы с ума сошли? Оба в медпункт. Через 20 минут. Дурак, и что ты наделал? Это правда? Ты хочешь оборвать со мной общение? Да, я лучше перестану с тобой общаться. Я не хочу делать себе же больно. Я не смогу быть рядом и видеть тебя с другой. Пойми это. Все идет так, как должно быть. Если ты счастлив, о чем речь? Я не знаю, счастлив ли я. И чего ты тогда хочешь? Чтобы я тебе потакала и была рядом? Ты думаешь, это так легко? Мои чувства к тебе были слишком сильными. И я себе места не находила, когда ты был с кем-то или слишком близко ко мне. От того, что не могу лишний раз коснуться тебя. От того, что ты говоришь мне, что я самая лучшая, а потом целуешь других. И чем я хуже? Ничем, просто не судьба. Я не смогу без тебя. Ты была рядом все эти 5 лет. Вот именно была рядом я, но ты выбрал Луизу. Теперь она будет с тобой рядом ближайшие 5 лет. Было слишком больно, поэтому сейчас я отступаю. Давай попрощаемся, я больше не буду мучить друг друга. Мы оба обретем счастье, но не вместе. Кэролайн, скажи, что ты шутишь, умоляю. Нет, я не шучу. Ты любишь Луизу, будь с ней. Я желаю тебе только счастья. Ты в любом случае прекратил бы со мной общение, потому что Луиза уж слишком ревнива. Ты поцеловал меня на прошлый Новый год, и ты поцеловал меня, Ксавьер. Я надеялась, я думала, что хоть что-то у нас получится. Но, увы. Извини, Андерсон, это последний наш разговор. Да, мне будет больно видеть тебя в школе, но я смогу тебя отпустить, я обещаю. Я не знаю, что сказать. Надеюсь, ты будешь счастлива. Взаимно. Широкий слишком, что ли? Дамир Хилл, 17 лет, день рождения 27.08, учится в 11 В-классе. Извини. Блин, ничего такое. Надо узнать, какого он класса. Класс, внимание! Мелания Миллер, 39 лет, день рождения 5.17, учитель математики, классный руководитель 11 А-класса. Так как через 1,5 месяца уже зима, 25 декабря перед каникулами наша школа организовывает зимний бал. У вас есть время, чтобы выбрать себе пару и подготовиться. Также можно взять себе пару из параллельных классов. Информацию подробнее вы можете узнать на сайте школы. Альбин, можно с тобой в паре пойти на бал? Да, конечно, я не против. Ты с кем пойдешь? Кэр? Я, наверное, не пойду. Тем более там очевидно, что Ксавьер будет с Луизой в паре. Ты думаешь, что за 1,5 месяца ты не разлюбишь Ксавьера? Вдруг к тому времени тебе уже будет на него все равно?
Возьми себе пару из параллели, там есть красивые мальчики. Ё-моё, ну, я подумаю. А ты с кем будешь? С Кайденом? Ой, ну, возможно. Только если он сам предложит, я не буду ему ничего первое предлагать. Да. Но я даже ни с кем из параллели не знакома, кроме Луизы. Значит, на перемене пойдем знакомиться. Лина, они же там все страшные. Нормальные вообще-то, я видела пару челов. Еще скажи, что влюбилась. А, нет, тебе же Кайден нравится. Какой к черту Кайден? Кэр, вообще закрой рот и слушай урок. Братик, а ты с кем пойдешь? С Линой, наверное. Ставлю 100, она тебе нравится. Нет. А ты с кем пойдешь? А у нас что, в классе много адекватных мальчиков? Из параллели кого-то возьму, скорее всего. На перемене. Луиза. Вам же рассказали про зимний бал? Да, а что? Пойдем вместе? Ой, как будто у меня выбора много. Конечно, пойдем. Супер. Стоп, а что у тебя с лицом? Подрался. Что? С кем? С Данте. В смысле? Вы же лучшие друзья. Из-за чего? Неважно, я уже об этом пожалел. Не смог контролировать свои эмоции. Ладно, аккуратнее там. Я же волнуюсь. Со мной все хорошо, не волнуйся. Побежали искать тебе кавалера на бал? Идем. О, а как тебе тот? Ты чё, он похож на маменького сыночка. Ой, тебе не угодишь. А этот? Нет, он на этого похож, короче, а не на 11-классника. А вон тот? Ты вообще его видела? У него нога больше твоей в 4 раза. Он тебе на балу все ноги передавит. Окей. 15:47. Данте, я хочу извиниться. Ого, сам Ксавьер Андерсон извиняется передо мной. Прости, я не контролировал свои эмоции и агрессию. Просто мне очень грустно из-за ситуации с Кэролайн. Я не хотел верить в то, что ты говоришь. Но, увы, все-таки ты пытался открыть мне глаза на ситуацию. Я не хотел начинать эту бессмысленную драку, и я виноват, извини. Ладно, я тебя прощаю. Как я могу не простить своего, как-никак, лучшего друга? Спасибо, брат. Тебе Кэролайн еще что-то говорила или нет? Да, у нас был разговор. Мы с концами прекратили общение. Ты предложил ей дружбу? Да, но она же ответила, что ей больно быть со мной в дружеских отношениях. Делов ты, конечно, натворил. Я не понимаю, как это вышло. Она и вправду была мне самой близкой, как сестра, но не более. Но я выбрал не ее. В ней ведь все хорошо. С ней крайне интересно, она всегда поможет. Но она не та самая, и я не смог ее полюбить. Я очень сильно люблю Луизу. С Кэр просто хочется быть рядом, а раньше я воспринимал это как должное. Брат, я все понимаю, это нужно пережить. У тебя есть Луиза. Уже завтра забудешь про эту ситуацию с Кэр, я тебе помогу. Не бухай только. Затягивает. Все в порядке, спасибо. После школы. Эй, подожди. Помнишь меня? Да, это ты, та, которая назвала меня широким. Я не со зла. Подожди, ты же Луиза, верно?
Да, а откуда ты знаешь? Ты же девушка той самой звезды Ксавьера Андерсона. Ну, есть такое. Не хочешь познакомиться? У тебя же есть парень. И что, мне теперь друзей нельзя заводить? И вообще это мое дело. Ладно, ладно. Я Дамир, приятно познакомиться. Красивое имя, приятно познакомиться. И каково встречаться с таким популярным человеком, как Ксавьер? За ним разве не бегает вся школа? Так как школа частная, тут мало его фанатов, и никто из публики не знает, где он учится. А, ну да. А почему тебя это так интересует? Просто интересно. Я когда-то с ним общался. Даже помог ему подняться в сфере музыки, но он потом меня кинул. В эту школу я пришел только 2 недели назад. А он что, тебя не видел тут? Видимо, нет, так как я сильно изменился, да и он не обращает внимания на остальных учеников школы. А, ясно. Не хочешь поподробнее рассказать, как он тебя киданул? Ну, если начинать с самого начала... Мы были хорошими друзьями с начальной школы. Потом он заинтересовался музыкой, начал пытаться писать песни. А я пытался всегда ему подражать. Потом прошло некоторое время. Он уже был более популярным. Это было 2 года назад. Он предложил мне сотрудничество, чтобы я смог продвинуться в музыке, стать лучше. У меня был один неначатый проект, и я предложил ему делать его вместе. Он согласился, сначала все шло нормально. За день, как выпустить совместный альбом, он меня киданул. И всем сказал то, что это он сам его сделал, без ничьей помощи. То есть он мой проект присвоил себе. Как-то так. Представляю, как тебе было сложно. Если бы меня так предала лучшая подруга, я бы не выдержала. Почему ты не мог сказать на публику правду? А кто меня послушал бы? Я был никем. Мне тебя жаль. Надеюсь, сейчас все хорошо. Ладно, не будем про плохое. Не хочешь прогуляться до парка? Давай, я не против. В то же время у девочек. Кто с кем пойдет на бал? Я, наверное, не пойду. Личные причины. Блин, ну надеюсь, ты будешь. Лина, надеюсь, ты с моим братом будешь? Ну, я не знаю, пусть первый предлагает. Я ему передам. Не надо, пусть по личному желанию. Я с Данте буду. Что? What the fuck, реально? Это с каких пор ты с ним? Я не знаю, он сам сегодня предложил мне быть с ним в паре на балу. Нифига себе. Может, в Макпай зайдем, а то холодает, домой не хочется. Гоу. Погнали. Так, кто кому нравится? А то что-то никаких сплетен. Я уверена, Альбине нравится Данте. Нет, совсем нет. Он просто пригласил меня на бал. Да. Лина, не молчи. Мы все знаем, что тебе нравится мой брат-дурак. Ну, может, если совсем чуть-чуть. Есть. Я на диктофон записала. Завтра же покажу эту запись Кайдену. Ты охренела? Я тебя сейчас этим стулом прибью. Нам нужна новая пара. Желаю тебе с Кайденом любви, счастья, детей, как на небе звезд. А когда у меня будут племянники? Прикрой свою духовку. Лучше скажи, кто тебе нравится. Мне? Я свободная девушка, мне никто не нравится пока что. Так, Кэр, а ты нам что расскажешь?
Мне вообще никто не нравится. Вы чего? Да не ври, я же знаю, у тебя есть тот самый объект симпатии. Как насчет твоего лучшего друга Ксавьера? Хотя он занят, это нереально. Ты чё, реально что ли? Нет, не неси бред. Честно, это заметно даже. Ладно. Да, он мне нравится. Или точнее нравился. Ого, офигеть. Нравился? Это из-за его отношений с Луизой? Даже как-то несправедливо, она так давно с Ксавьером знакомы, а он выбрал Луизу. Согласна. Ладно, девочки, это его выбор, это его чувство. Если он ее любит, забудем, не нам судить. Ах, бедняжка. Ладно, давайте еще что-то закажем. Я буду МакФлури. Через 2 дня. У Кэролайн, 18:37, 23 октября. Кэролайн сидела в тишине, анализируя свое решение. Переполняла смесь чувств, грусть, горечь и тихая надежда, что ее поступок был правильным. Ксавьер всегда был рядом, всегда поддерживал, и она так привыкла к их близости, что порой казалось, будто они могут делить все, кроме его сердца. Ей было больно, но она понимала, что продолжать отношения в тени его любви к другой – путь к еще большему разочарованию. Он не виноват, ведь не мог контролировать свои чувства, но и она заслуживает больше, чем быть второстепенной фигурой в его жизни. Она надеялась, что это дистанцирование даст ей шанс на исцеление, что боль отступит, и она наконец сможет освободить свое сердце для тех, кто полюбит ее так, как она этого заслуживает. Отпуская его, она почувствовала одновременно потерю и облегчение. Было ли это правильно? Время покажет. Через 10 минут. Лин, привет. Приветик. Не хочешь ко мне на ночевку? Сериальчик посмотрим, суши закажем. Заманчивое предложение. Ладно, окей. Через полчаса приду. Хорошо, позвонишь, я спущусь, открою. Ты чё вся мокрая? Там дождь вообще-то. Ой. Через час, 19:50. Ну ты чего такая грустная? Лин, я правда не хочу идти на этот бал. Там будет Ксавьер с этой. Я просто не могу это видеть. Зачем мне это мучение? Кэр, ну это всего лишь вечер. Ты разве хочешь сидеть одна дома, грустить и смотреть на снежные заносы за окном? Ты заслуживаешь быть там, сиять и наслаждаться вечером. Знаешь, не уверена, что смогу сиять, когда он будет там с ней. Они выглядят такими счастливыми вместе, а я словно лишняя. Нет, не лишняя. Ты прекрасная, уверенная в себе девушка. И знаешь, ты заслуживаешь быть счастливой, независимо от того, с кем он сейчас. Ты можешь показать всем, включая его, что он многое потерял, даже если тебе самой это трудно почувствовать сейчас. Я просто боюсь, что все снова нахлынет, все чувства. Вдруг за 1,5 месяца мои чувства не утихнут. Он заметит, что я смотрю на него. Это так неловко. Кэр, а если мы сделаем все наоборот? Вместо того, чтобы волноваться о нем, как насчет того, чтобы пойти ради себя? Поставить себе цель отлично провести время, пообщаться с друзьями, может быть, даже познакомиться с кем-то новым. Легко сказать. Ну ладно, может, ты права. Все-таки не хочется, чтобы моя жизнь вертелась вокруг прошлых ошибок и сожалений. Я заслуживаю лучшего. Вот ты именно. И помни, я буду рядом с тобой весь вечер. Как только почувствуешь себя некомфортно, мы с девочками просто сходим за горячим шоколадом. У нас будет своя маленькая вечеринка, ладно?
Спасибо, Лин. Ты всегда знаешь, как поддержать. Хорошо, я пойду, но только потому, что ты с девочками будете рядом. Вот и отлично. На следующей неделе идем выбирать украшения и окончательно решаем, какой стиль тебе подойдет. Ты будешь самой красивой на этом балу. Понедельник, 13:27. Ой, как же не вовремя я упала. Нужно быть поосторожнее. Ты дальше бежать будешь? Нет, я на лавочке лучше посижу. Кэр, мяч! Так, тут музыка у нас у Тедди, музыка с авторскими правами, поэтому ее удаляем. Но смотрите на этот момент. Она в шоке, все в шоке, а он на пофигизме. Ты в порядке? Мяч чуть тебя не задел. Хорошо, что я успел подхватить. Ой, Ксавьер, спасибо, я как раз отвлеклась и совсем не заметила, что он летит прямо на меня. Всегда рад помочь. Почему ты на лавочке? Ничего страшного, только немного ушибло колено. Пройдет. Просто странно как-то, что ты подошел. Ну, просто инстинкт тебя защищать. Кэролайн, надеюсь, ты понимаешь, что я в отношениях с Луизой. Да, конечно, понимаю. Я все это знаю, просто сложно иногда, когда кто-то остается для тебя важным, а у него своя жизнь. Я тоже это понимаю, Кэролайн, но ты все равно для меня друг, хоть и бывший. Я не могу видеть, как ты сидишь одна и грустишь. Спасибо. Если понадобится помощь, обращайся, ладно? Ладно, спасибо тебе. Брукс, Андерсон, что там за разговоры? Дамира, какой именно проект украл у тебя Ксавьер? Подожди, дай вспомнить, как называется тот альбом. Что? Дамир? Откуда? В смысле проект украл? Чё этот урод наговорил ей? Ой, Ксавьер, привет, милый. Луиза, отойди. Что ты тут делаешь? Учусь. Я слышал, что ты говорил Луизе. А разве это не правда? Ты серьезно? Мы оба знаем, как все было на самом деле. Я работал над этой идеей несколько месяцев, а потом ты как-то вдруг представил точно такой же проект и еще обвинил меня в плагиате. Я просто сказал Луизе свою точку зрения. Это мой взгляд на ситуацию, и ты ничего не можешь с этим поделать. Дамир, твоя точка зрения разрушает мои отношения с Луизой. Она теперь, наверное, считает меня нечестным человеком из-за твоих слов. Как ты мог? А ты не думал, что мне тоже было неприятно? Ты слишком быстро забрал все внимание и награды за проект. Тебя даже не волновало, что я остался в тени. Я всегда ценил твой вклад. Даже хотел, чтобы мы работали над этим вместе. Но вместо того, чтобы поговорить со мной и разрешить ситуацию, ты решил пойти за моей спиной и рассказать всем ложь. Это не оправдание. Но это единственный способ, которым я мог привлечь хоть какое-то внимание к себе. Никто и не вспомнил бы обо мне, если бы я не рассказал свою версию. Ты думаешь, что разрушая доверие других людей, ты обретешь уважение? Ты просто отталкиваешь всех вокруг. Ты все еще можешь исправить ситуацию. Я подумаю, но думаю, мне это не нужно. Надеюсь, ты сможешь сделать правильный выбор, Дамир. Зависть никогда не приведет ни к чему хорошему. Удачи. Луиза, откуда ты знаешь Дамира? Я рядом проходил, случайно услышала ваш разговор. Недавно встретила его случайно и узнала, что он работает в твоей сфере. Вот и разговорились. Ну, давай так. Не то чтобы я рад его снова услышать. Мы с ним работали вместе над проектом, и он меня сильно подставил. Сказал, что сделает свою часть работы, а в итоге подвел меня перед всеми. Проект провалился, а ответственность легла на меня.
Он казался нормальным парнем, хотя мы не были близкими друзьями. Мне жаль, что так вышло у вас. Да, неприятно, особенно потому, что я ему доверял. Видимо, со временем он изменился, и не в лучшую сторону. И я не знала про вашу историю. Он мне совсем обратное рассказал, и, конечно, не хочу, чтобы между нами были недопонимания из-за него. Да нет, все нормально. Просто будь с ним осторожнее. Он умеет казаться дружелюбным, но в ответственный момент, сама знаешь. Буду иметь в виду. Через 1,5 месяца, 4 декабря, 8:48. Альбина, посмотри, снег пошел. Первый снег. Вроде бы его передавали только через неделю. Сразу настроение поднялось. Да, идем, а под ногами уже маленькие снежинки хрустят. А вокруг все белым-бело становится. Даже не хочется спешить в школу. Так спокойно и красиво. Давай после школы прогуляемся и пофотографируемся. Представляешь, как красиво будет? Отличная идея. Значит, договорились. Девчонки, у нас совсем немного времени до зимнего бала, всего 2 недели. Нам нужно ускориться с подготовкой зала. Согласна. Давайте обсудим все по пунктам. Мы решили, что основная тема – зимняя сказка, так? Да, я уже подготовила несколько эскизов по оформлению. Думаю, нам стоит использовать много белого, синего и серебряного. Это создаст ощущение зимнего волшебства, что ли? Отлично. И я как раз нашла в интернете немного искусственного снега и гирлянд. Если их равномерно развесить, получится эффект настоящей снежной сказки. Но вот думаю, хватит ли нам гирлянд на весь зал? Гирлянды – ключевой элемент, так что можем взять их на прокат, если не хватит. Я узнаю, где можно заказать еще. А еще нам точно нужна фотозона. Есть идеи? Как насчет фотозоны в стиле северного сияния? Можно использовать цветовые проекции и добавить немного искусственного иния. Это будет выглядеть необычно. Супер идея! Тогда фотозона будет привлекать внимание, а не просто обычное место для фото. Я могу заняться подбором материалов и оборудования, чтобы сделать все максимально красиво. Здорово! Еще нужно подумать о танцполе. Я бы предложила поставить зеркальные шары, чтобы создать эффект сияния и праздничного настроения. Но надо решить, где их разместить. Думаю, над танцполом будет отлично. Только нужно крепление проверить, чтобы все было безопасно. Кстати, насчет музыки. Диджей уже подтвердил свое участие? Да, он уже согласился, но нам нужно отправить ему плейлист. Нужно попросить ребят из класса написать, какие треки они хотят услышать. Отличная идея. А по поводу установки? Мы не справимся втроем, особенно с большими декорациями. Попросим помочь остальных. Нет? Ну а чё? Почему только нам доверили это дело? Я могу распределить задачи, кто за что будет отвечать. Отлично. Кажется, у нас все продумано. Осталось только взяться за дело и не откладывать. За работу! Кэролайн шла по коридору, перегруженная мыслями после тяжелого урока. В какой-то момент она почувствовала головокружение, перед глазами все потемнело, и она начала терять равновесие. Не успела она понять, что происходит, как упала на холодный пол. По этому же коридору проходил Эндрю, парень из параллельного класса. Эндрю Эванс, 17 лет, день рождения 24.07, учится в 11 Г-классе. Эй, ты меня слышишь? Что с тобой? Что случилось? Она ударилась? Я не знаю. Я просто увидел, как она упала в коридоре. Через 10 минут. Где я? Что произошло? Ты в медпункте. Ты потеряла сознание в коридоре. Я увидел, что тебе стало плохо и помог донести сюда. Ох, спасибо тебе. Ты вроде из параллели, из класса Луизы. Да, верно. Я Эндрю, а ты Кэролайн из 11 А. Видел тебя раньше, но мы не общались до этого. Ну, теперь точно запомню. Прости, что доставила тебе хлопот.
Да ладно, какие хлопоты. Главное, чтобы ты была в порядке. Как себя чувствуешь вообще? Уже лучше. Наверное, я просто перенапряглась. Учеба, экзамены. Да уж, знакомо. Сам иногда не высыпаюсь из-за подготовки. Может, тебе отдохнуть нужно? Или, например, больше перекусывать на переменах? Спасибо тебе еще раз, Эндрю. Ты и вправду очень выручил. Мне очень неловко, обычно я не падаю в обмороки, тем более в школе. Рад, что смог помочь. Слушай, раз теперь мы знакомы, если вдруг что-то понадобится, всегда сможешь на меня рассчитывать. Спасибо. И думаю, мы еще пересечемся, раз теперь я знаю тебя лично. Было бы неплохо пообщаться вне уроков. Договорились. Тогда поправляйся, и я зайду позже, если хочешь. Ну давай, выкладывай. Почему ты вообще оказалась в медпункте? Я только слышала, что ты где-то в коридоре упала. Все нормально, правда. Просто перегрузилась. Вот и свалилась. Не волнуйся, мне уже намного лучше. Не могу не волноваться. Ты в обморок упала, Кэролайн. И кто тебя в итоге в медпункт отнес? Парень по имени Эндрю. Он из параллельного класса. Я его раньше почти не замечала, а тут он оказался рядом. Помог мне. Ого, Эндрю. Тот высокий, синеглазый, кто вечно с парнями на спортплощадке зависает. Да, он самый. Представляешь, он был таким спокойным, когда помогал. Прямо как будто у него каждый день такие ситуации. Интересно, и каким он тебе показался? Ну, просто так, между нами. Да нормальный, кажется, парень. Заботливый, внимательный. Он даже сказал, что если мне нужна будет помощь, я могу обращаться к нему. Выглядит, как будто ты ему понравилась. Может, он давно тебя заметил и просто не знал, как подойти? Да ладно тебе, он просто помог мне. Но, признаюсь, приятно было чувствовать поддержку от парня. Я даже как-то забыла про Ксавьера. Ну-ну, посмотрим. Так что, ты с ним еще увидишься? Мы вроде договорились встретиться как-нибудь, вроде бы как друзья. Вроде бы как друзья. Ну, подруга, если что, я буду держать за тебя кулачки. Да блин, ну Лин, я не смогу быть в ближайшее время с кем-то другим, кроме Ксавьера. Уже вроде как прошло почти 2 месяца, а я не могу его забыть. Ну, Кэр, все будет хорошо, ты его отпустишь. Я вот думаю, что надену длинное белое платье. Хочу выглядеть элегантно, как настоящая принцесса. Это же зимний бал. Принцесса, значит, ты максимум похожа будешь на принцессу лягушек. Ты чё, офигел? Я вообще собираюсь в костюме, просто классический черный, без всяких этих пафосных деталей. Как скучно. Ты всегда выбираешь одно и то же, Кайден. Почему бы тебе не рискнуть? Может, выбрать что-то поярче? Синий костюм или с узорами было бы круто. Нет уж, не нужен мне этот блеск, и я не собираюсь выглядеть как новогодняя елка. И вообще, важнее, чтобы мне было удобно, а не чтобы кто-то на меня пялился. Удобно? Это же бал. Это особенное событие, на котором хочется блистать. Неужели не хочешь хоть раз попробовать что-то новое? Блистать – это твое дело, Ханна. К тому же, зачем мне заморачиваться, если я даже не уверен, что пойду? Серьезно? Ты говоришь это, чтобы просто меня позлить? Ты же уже заказал костюм, верно? Ты же не оставишь Лину одну на этом балу? Ну, заказал. Но не потому, что хочу выделяться, а просто не хотел тебя разочаровывать. Ну вот, значит, ты все-таки хочешь туда пойти. Ладно, иди в своем скучном костюме, но постарайся хотя бы повеселиться. Повеселиться? Если ты не будешь все время указывать, что мне делать, может и получится. Ладно, обещаю, но знай, что твой образ не остался без моего вмешательства. Ханна! Ксавьер, подожди. Да, Мелания Миллер. Ты не видел Кэролайн? Нет, я не знаю, где она. Наверное, со своими подружками. Хорошо, надеюсь, с ней все нормально. А что такое? Мне сообщили, что она в обморок упала. А уроки уже закончились. Если встретишь ее, передай, чтобы она завтра ко мне зашла. Что? В обморок?
Кэролайн! Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. А ты откуда знаешь? Класс сухо сказала. И я слышал, что тебе Эндрю помог из-за Г-класса. Хорошо, что он оказался рядом. Да, он действительно помог. Я сама не ожидала, что все так выйдет. Я все понимаю, мы с тобой не разговаривали давно. И я думал, ну что, тебе уже все равно. Мне никогда не было все равно, Ксавьер. Мы с тобой не общаемся уже почти 2 месяца. И мне так непривычно и тоскливо. И я не знаю, как поступать правильно. И сейчас сомневаюсь в том, что вообще сделал правильный выбор. Луиза сейчас проводит времени больше с моим бывшим другом, нежели со мной. Ты чего так разоткровенничался? Мне кажется, все идет не так, как нужно. Мне паршиво. Я вроде бы и обрел любовь, но при этом потерял часть себя. Я понял, что не могу без тебя, без своей малой. Как мне это расценивать? Мне почему-то кажется, что меня перестало тянуть к Луизе, либо я не знаю. Ты сейчас просто по щелчку пальцев хочешь помириться? Мы ведь даже не пробовали. И не попробуем, Ксавьер. Я не смогу с тобой общаться, имея к тебе чувства. Стоп, я тебе до сих пор нравлюсь? Это не имеет значения. Пока, Ксавьер. Не волнуйся за меня, мне пора. Кэролайн давно ждала от него этих слов, но не знала, что будет чувствовать момент, когда он наконец заговорит об этом. Эй, девочка, стой, кошелек сюда быстро давай. Пожалуйста, не трогайте меня, у меня почти ничего нету. Не двигайся. Эй, ты чего к ней пристал? Уходи, пока цел. О, герой нашелся. Давай, проваливай, пока тебе самому не прилетело. Видимо, драться ты не умеешь. Даже нож не смог отобрать. Я сказал, ушел отсюда, пока не поздно. Или я сейчас вызову полицию. Идиот какой-то попался. Слабый. Ты как? Ты в порядке? Не пострадала? Спасибо тебе большое, я так испугалась, если бы не ты. Да ладно, все нормально, я просто рядом живу. Домой тебя проводить? Да, спасибо, я даже не знаю, как тебя отблагодарить. Не переживай, главное, чтобы ты была в безопасности. Ну что, пошли? Кэролайн чувствует себя спокойнее и увереннее рядом с Эндрю. Через 10 минут. Вот и мой дом, я тогда пойду. Конечно, будет немного страшно, родители в командировке, я сама дома. Я могу с тобой на вечер остаться, если хочешь, конечно. Ну, думаю, было бы неплохо. Поздний вечер, Кэролайн и Эндрю сидят на кухне у Кэролайн дома. Атмосфера теплая и спокойная. Спасибо тебе еще раз, Эндрю. Я до сих пор не могу поверить, что сегодня произошло. Ты уже второй раз меня спасаешь. Да ладно тебе, просто оказался в нужное время в нужном месте. Так уж получилось. Как вообще так вышло, что ты шла одна? Длинная история. Даже не думала, что что-то подобное может произойти в нашем районе. И если бы не ты... Ну, ты же знаешь, что я рад помочь. К тому же, теперь ты уж точно мне должница. Ну, кажется, так и есть. Знаешь, когда сегодня встретила тебя в школе, не думала, что в этот же день пригласила бы тебя на чай. Судьба, видимо. Мы так редко общаемся с параллельными классами, а тут встретились. И вот я уже пью у тебя чай. Я рада, что познакомилась с тобой, правда. Не только потому, что ты меня спас. Просто мне понравилось с тобой разговаривать. Ты хороший человек, Эндрю. Спасибо, Кэролайн. Мне тоже приятно с тобой. Ты не такая, как все. И вообще, если что-то понадобится, ты только скажи. Хорошо. И можно просто Кэр. Хорошо, Кэр.
Кажется, эта случайная встреча подарила им начало настоящей дружбы. Или, может, чего-то большего. Через полчаса. Чай почти выпит, за окном тихо падает снег. Кэролайн и Эндрю, кажется, совершенно забыли о времени, увлеченные разговором. А знаешь, я даже не думал, что ты такая смелая. Ты ведь не побежала, а просто пыталась отстоять себя. Ну, не знаю. Наверное, просто испугалась и не знала, что делать, если бы тебя не было рядом. Да, похоже, я совсем не смелая. Ну-ну, не скромничай. Знаешь, даже просто не запаниковать, это уже круто. Думаю, у тебя точно есть сила, просто пока об этом не знаешь. Спасибо, конечно. С тобой рядом действительно чувствуешь себя увереннее. Между ними на мгновение повисает тишина, но она скорее уютная, чем неловкая. Они переглядываются и оба смеются. Подожди, у меня тут печенье осталось. Это я сама делала. Угощайся. Вкусно, спасибо. Слушай, а ты чем увлекаешься? Мне кажется, мы с тобой особо раньше не пересекали в школе, даже не знал, чем ты живешь. Ну, на самом деле я занимаюсь рисованием. Люблю природу, зиму вот. Ты, наверное, скажешь, что банально. Вообще нет, это же круто. Это значит, ты видишь красоту там, где другие не замечают. Может, покажешь свои работы как-нибудь? Обязательно покажу, если захочешь. Хотя я еще не очень уверена в себе, знаешь ли. Ну, тебе точно не о чем переживать. Главное не бояться показать то, что тебе по-настоящему нравится. Мне бы тоже хотелось узнать тебя поближе. Хорошо, тогда договорились. А ты чем увлекаешься? У тебя ведь тоже наверняка есть что-то, о чем можно рассказывать часами. На самом деле не такое интересное. Я увлекаюсь спортом, играю в баскетбол. Иногда пытаюсь играть на гитаре, но выходит так себе. Гитара? Вот это здорово! Может, когда-нибудь сыграешь? Ты даже не представляешь, как я мечтала, чтобы кто-нибудь сыграл для меня. Ладно, договорились. Только если ты будешь не против услышать кое-что не слишком профессиональное. Они смеются, и каждый чувствует, как этот вечер сблизил их. Их разговор становится легким, теплым, полным улыбок и добрых слов. Так заканчивается их долгий вечер, который, вероятно, станет началом чего-то большего. На следующий день. Кэр, ты понимаешь, что это судьба? Парень тебя уже дважды спасает за один день, а потом еще и приходит пить с тобой чай. Может, ты его пригласишь на зимний бал? Не знаю. Он просто был вежливым. Может, он меня даже не видит так, как мне бы хотелось. Ох уж это твоя скромность. До бала осталось меньше недели. Давай прояви смелость. Я уверена, он согласится. Думаешь? Ладно, попробую. Может, действительно все это к лучшему. Конечно, попробуй. Ну скажи честно, он тебе ведь нравится, да? Ну, он такой спокойный, уверенный, и с ним легко, понимаешь? Как все запущено. Так, вот что мы сделаем. Сегодня же ты пригласишь его на бал. Прямо сегодня? А если он скажет нет? Вдруг у него уже есть пара на бал? Скажет да. Слушай, после того, как он дважды тебя спас и сидел с тобой весь вечер, ты серьезно думаешь, что он просто так откажется? Ладно. Если встречу его сегодня, попробую спросить. Просто не хочу испортить все. Не испортишь. Я уверена, он уже ждет, когда ты сделаешь первый шаг. Кстати, ты уже нашла, в чем пойдешь? Я уже заказала платье. Немного украшений, красивую прическу, и ты будешь сиять. Если нужно, помогу с выбором. Спасибо, Хан. Ну что ж, тогда остается только найти Эндрю и собраться с духом. Давай, Кэр, мы с тобой справимся. Ханна, дело не только в том, чтобы пригласить Эндрю. Я не уверена в этом. Почему? Эндрю тебе симпатизирует, и вчера вы так хорошо провели время вместе. Нравится, да, но я до сих пор думаю о Ксавьере. Он был моим лучшим другом, и теперь даже зная, что у него девушка, я просто не могу его забыть. Кэр, я знаю, тебе трудно.
Ксавьер был для тебя важен, но он уже сделал свой выбор. Неужели тебе стоит держаться за то, что уже в прошлом? Ты права. Но каждый раз, когда думаю о зимнем бале, представляю, что иду туда с ним, словно ничего не изменилось. Это нормально. Но, может, встреча с Эндрю – это возможность для тебя посмотреть вперед? Он ведь не Ксавьер, и, может, это к лучшему. Если дашь ему шанс, возможно, сможешь начать отпускать прошлое. Кэролайн на мгновение задумалась, вспоминая, как Эндрю поддержал ее вчера. Она улыбнулась, хоть и немного неуверенно. Может, ты и права. Я хотя бы попробую узнать его лучше, но пообещай мне, что если вдруг я снова начну думать о Ксавьере, ты будешь рядом. Обещаю. На следующей перемене Кэролайн шла по коридору, когда случайно заметила Эндрю возле кабинета химии. Сердце Кэролайн забилось быстрее, и она набралась смелости подойти. Эндрю. О, привет, Кэр. Как ты? Все в порядке после вчерашнего? Да, спасибо. Ты был очень добр ко мне. Я правда ценю это. Рад, что смог помочь. Я бы не хотел, чтобы что-то случилось с тобой. Они оба замолчали на мгновение, и Кэролайн, собравшись с мыслями, наконец-то решилась на следующий шаг. «Слушай, Эндрю, я просто хотела спросить, ты уже решил, с кем пойдешь на зимний бал?» Ну, нет, еще не решил. А ты? Я тоже пока не решила, просто подумала, что, может быть, если ты свободен, мы могли бы пойти вместе. Как друзья, конечно. Я был бы рад, если это действительно то, чего ты хочешь. Да, это то, чего я хочу. Они обменялись улыбками, и Кэролайн почувствовала легкость, которой у нее не было уже долгое время. Я уже выбрала платье. О, правда? Какое? Оно нежно-голубое с кружевами. Оно идеально сидит и делает меня чувствовать себя как в сказке. Звучит красиво. Теперь мне надо выбрать что-то, что будет сочетаться с твоим нарядом. О, ты что, собираешься координировать свои цвета с моим платьем? Конечно, я хочу, чтобы мы выглядели хорошо вместе. Знаешь, я думала, что будет тяжело найти кого-то, с кем можно было бы разделить этот вечер, но теперь мне действительно радостно. Я рад это слышать. Я тоже хотел бы, чтобы этот вечер стал особенным. Кэролайн почувствовала, как ее сердце заполнилось теплом. Хм. Привет, Кэролайн. Привет, Ксавьер. Кэр, ты будешь на зимнем бале? Мы все ждем, чтобы повеселиться. Кэролайн на секунду замешкалась, но затем, глядя на Ксавьера, почувствовала, как ее решимость крепнет. Нет, меня это не интересует. Я не собираюсь идти. Правда? Я думал, ты всегда любила такие мероприятия. Может, это просто не мое, у всех есть свои предпочтения. Ладно, если передумаешь, дай знать. Было бы здорово увидеть тебя там. Хорошо. Кэролайн чувствовала, как ее сердце бьется быстрее. Она знала, что ее ложь могла вызвать шок у Ксавьера, если он увидит ее на балу с Эндрю. Но с другой стороны, ее решение пойти с Эндрю стало источником уверенности. Слушай, что за дела? Почему Кэр не пойдет на бал? Она всегда была одной из тех, кто ждет таких мероприятий. Не знаю, возможно, у нее просто нет настроения. Или может что-то другое. Ты ведь с ней дружил долгое время, она всегда была позитивна на подобных праздниках. Может, она просто не хочет, чтобы я ее видел? Полагаю, это единственное объяснение. Я слышал, что у нее сейчас есть кто-то другой, и, возможно, она не хочет, чтобы это было очевидно. Кто-то другой? Ты имеешь в виду Эндрю из параллельного класса? Да, именно он. Она, похоже, хорошо проводит время с ним. Может, она не хочет, чтобы я узнал, что она с ним. Ну, это странно. Если она действительно хочет быть с ним, зачем лгать о бале? Это может выглядеть подозрительно. Ксавьер вздохнул, чувствуя, как его собственные эмоции закручиваются в клубок. Я не знаю, что думать. Я надеялся, что она будет на балу. Может, мне стоит поговорить с ней, спросить, что происходит.
Это хорошая идея, но ты должен быть осторожен, если она не хочет говорить, может лучше оставить ее в покое. Возможно, ты прав. Мне нужно разобраться с собственными чувствами, прежде чем говорить с ней. Но, если что, я рядом. Но помни, не позволяй эмоциям взять над тобой. Ребята, у меня для вас чудесная новость. Через неделю в пятницу в 18:00 состоится наш долгожданный зимний бал. Да-да, вы не ослышались. Это будет волшебный вечер, который мы проведем в актовом зале, украшенном в стиле зимней сказки. Я уже видела первые наброски декораций, и, честно говоря, зал обещает выглядеть просто фантастически. На вечере вас ждет не только красивая атмосфера и музыка, у нас будет танцевальная программа, фотозона, легкие угощения и, конечно, выбор короля и королевы бала, так что приготовьтесь блеснуть в своих лучших нарядах и проявить себя. Но помните, королем и королевой могут стать только те, кто проявит доброжелательность, поддержку и умение веселиться, ведь главное на этом вечере хорошее настроение и дружба. Вечер начнется ровно в 6, так что приходите вовремя. Уверена, что этот бал станет настоящим праздником. Пусть это будет время, когда вы сможете немного забыть о повседневных заботах, почувствовать себя частью чего-то прекрасного и, конечно, насладиться обществом. Ребята, это ваша возможность проявить креативность, украшайте зал, планируйте танцы, помогайте друг другу. Давайте вместе создадим что-то волшебное и незабываемое. Как только мисс Миллер закончила говорить, в классе поднялся шум. Каждый обсуждал свои дела и делился планами. Мисс Миллер наблюдала за этим с улыбкой и, заметив, что многие взволнованно переговариваются о нарядах и приглашениях, добавила: «И не волнуйтесь, если не знаете, что надеть или с кем пойти. Главное, приходите, чтобы получить удовольствие и разделить этот вечер с друзьями. К тому же у нас будет особая программа танцев, и я уверена, что к концу вечера у всех найдется пара для танца. И если вам захочется помощи с танцевальными шагами, подходите ко мне на перемене, с радостью помогу». Ученики зашумели еще больше, и кто-то предложил устроить небольшие репетиции танцев прямо в классе. Мисс Миллер, всегда готовая поддержать интересные идеи, одобрила эту мысль и предложила отвести для этого часть следующего урока. Ребята были в восторге. На протяжении всей недели ученики готовились. Кто-то занимался украшениями, кто-то планировал угощения, а кто-то репетировал танцевальные номера. Мисс Миллер тоже помогала, подсказывая идеи для декораций, помогая развешивать гирлянды и подбадривая тех, кто переживал о своих выступлениях. Когда до бала оставалось всего 2 дня, в актовом зале уже был почти завершен волшебный зимний декор. Белые серебристые ленты свисали с потолка, гирлянды мягко мерцали, повсюду были расставлены бумажные снежинки, а на входе установили арку, украшенную искусственным снегом и зелеными ветвями. Ученики не могли удержаться от радости, это выглядело даже лучше, чем они представляли. Наконец наступил долгожданный вечер. В 6 часов вечера ученики начали приходить в праздничных нарядах, и мисс Миллер встречала каждого с теплой улыбкой. Зал наполнился смехом и радостью, и под звуки музыки начался вечер полный танцев, смеха и волшебства. Девочки собрались в одном из уголков зала, спрятавшись за декорацией в виде заснеженного дерева, и оживленно переговаривались, кидая взгляды на танцпол, где начинали собираться мальчики. Слышалась тихая музыка. «Кэр, надеюсь, Эндрю не передавит тебе все ноги в танце?» «Да нет, мы вроде нормально выучили танец. Я надеюсь, все будет нормально». «Ну, вы двое точно будете прекрасно смотреться, а я буду танцевать с Кайденом». «Ты будешь танцевать с Кайденом? Ох, он наверняка попросит тебя учить его танцевать шаг за шагом, представляя, как он будет наступать тебе на ноги». «Да, это точно, но кто знает, может, он удивит нас всех и станцует отлично». «Ну, а я буду с Данте». «Кэр, мне кажется, у тебя с Эндрю все будет отлично, особенно если ты будешь чуть увереннее». «Спасибо, Альбина, думаю, ты права. Надо просто наслаждаться моментом и меньше нервничать». «Ну, а я, наверное, не буду танцевать. Просто буду наслаждаться вечером и наблюдать за вами. Хотя, если Кайден опять начнет что-то чудить, точно смогу посмеяться». «Так, Ханна, если что, ты можешь присоединиться к нам. Будем танцевать втроем, если потребуется». Девочки дружно засмеялись, и наконец прозвучали первые ноты медленного танца.
Ханна, наблюдая за происходящим, задумалась. Было приятно смотреть, как подруги наслаждаются танцем, но она немного чувствовала себя не в своей тарелке. Она глубоко вздохнула и пошла ближе к краю зала, чтобы не мешать танцующим. Когда Кэролайн и Эндрю начали танцевать, она почувствовала легкое волнение, но старалась не показывать этого. Эндрю нежно держал ее за руку и вел по танцполу уверенно, что помогало Кэролайн немного расслабиться. Музыка была медленной, и между ними установилась теплая атмосфера. Ты прекрасно танцуешь, Кэролайн. Совсем не ожидал, что ты так легко подхватишь танец. Спасибо, но это скорее ты хорошо ведешь. Я вообще волновалась, что не смогу даже шаги запомнить, но рядом с тобой все как-то проще. Я рад, что тебе комфортно, а я думал, что наоборот немного стесняешься. Впрочем, я сам немного волновался, приглашая тебя. Правда? Ты выглядишь таким уверенным, я даже не подумала, что ты мог переживать. Ну, иногда все переживают, даже те, кто старается это скрыть. Но знаешь, сейчас я очень рад, что решился тебя пригласить. Этот вечер получился даже лучше, чем я ожидал. Я тоже рада, что пришла с тобой. Спасибо, что пригласил меня, Эндрю. Они оба замолчали на несколько секунд, наслаждаясь моментом. Музыка продолжала играть, и Кэролайн чувствовала себя абсолютно счастливой. В этот момент ей казалось, что весь мир исчез вокруг них, и остались только они двое, движущиеся под мелодию зимнего вечера. Когда Кайден и Лина начали танцевать, вокруг них царила праздничная атмосфера, наполненная музыкой и смехом. Лина чувствовала себя немного неловко, но одновременно и взволнованно. Ведь это был ее первый танец с Кайденом. Заметив ее смущение, постарался расслабить обстановку. Не переживай, Лина, просто наслаждайся моментом. Я стараюсь просто так непривычно танцевать с тобой. Обычно я с друзьями танцую. Понимаю, но, по-моему, у нас отлично получается. Ты танцуешь просто замечательно. Слушай, Лина, я хотел бы сказать тебе что-то важное. Что-то важное? Что случилось? Я давно думал об этом. Я бы хотел, чтобы мы начали встречаться. Ты серьезно? Я понимаю, что это может быть показаться странным, но я действительно чувствую, что между нами есть что-то особенное. Ты моя лучшая подруга, и я хочу узнать тебя лучше. Я тоже чувствую что-то особенное, но я просто не думала, что ты тоже это ощущаешь. Так, что ты думаешь? Давай попробуем. Мы можем проводить больше времени вместе, и если не получится, всегда останемся друзьями. Да, давай попробуем. Я всегда хотела, чтобы между нами было что-то большее. Вау, поздравляю! Наконец-то я ждала этого 1000 лет. Все аплодисменты. Когда Альбина и Данте вышли на танцпол, атмосфера была напоена магией зимнего бала. Музыка плавно звуковала в их ушах, и, несмотря на смущение, Альбина почувствовала себя расслабленно в присутствии Данте. Он был внимателен и осторожен, ведя ее в танце. Ты выглядишь потрясающе сегодня. Спасибо, я старалась выбрать что-то особенное для бала, а ты тоже выглядишь отлично. Спасибо, но это не так важно, как твой наряд. Мне кажется, ты сегодня как звезда. Альбина почувствовала, как ее сердце забилось быстрее от его слов. Как ты себя чувствуешь на вечере? Нравится? Я всегда ждал этого момента, чтобы провести его с тобой. Ты знаешь, я рад, что у нас есть возможность ближе узнать друг друга. Я тоже об этом думала. Мы давно знакомы, но никогда не проводили время только вдвоем. Слушай, я хотел бы предложить тебе не только танцевать сегодня. Может, после бала мы могли бы куда-то сходить? Просто вдвоем. Правда? Ты серьезно? Да, я хочу узнать тебя получше. Ты очень интересна, и мне хочется провести с тобой больше времени. Они продолжили танцевать, и атмосфера вокруг них наполнилась радостью и предвкушением. Альбина и Данте обменялись взглядами, и в этот момент они оба поняли, что этот вечер стал началом чего-то особенного для них. Ксавьер и Луиза танцевали, и атмосфера была наполнена музыкой и весельем. Луиза улыбалась, но в ее глазах читалась некая задумчивость. Ты сегодня выглядишь замечательно. Я рад, что мы вместе на этом вечере. Спасибо, Ксавьер. Я тоже рада, что мы на этом вечере вместе. Луиза увидела в стороне Дамира, стоящего одним. Ксавьер, я отойду, носик припудрю. Ксавьер почувствовал легкое беспокойство, но не хотел показаться навязчивым. Хорошо, если это то, что тебе нужно, то ты знаешь, что я здесь, если что-то понадобится.
Спасибо, Ксавьер, ты очень хороший, люблю тебя. Луиза незаметно отошла от Ксавьера, который, как обычно, был окружен фанатами и друзьями, наслаждаясь вниманием. Она искала глазами Дамира, он стоял у окна, слегка отстраненный от шума и суеты вокруг. «Дамир, почему ты стоишь здесь один? Такой вечер, а ты как будто совсем другой, не в своей тарелке». Просто люблю наблюдать. Иногда здесь кажется слишком шумно. «Понимаю, иногда слишком много внимания. Утомляет, да?» А как ты? Тебе, наверное, весело быть здесь с Ксавьером. «Ну, может быть, не совсем все так. Не все же золото, что блестит, понимаешь?» Ты же всегда можешь выбрать быть с тем, с кем действительно хочешь. «Знаешь, может, ты прав». Луиза почувствовала, как ее сердце забилось быстрее, когда Дамир взял ее за руку. Их взгляды встретились, и она ощутила тепло, исходящее от него. На фоне веселья и музыки все остальное перестало существовать. В этот момент Луиза поняла, что ей не нужен весь тот блеск и фальшивая популярность, которую давал Ксавьер. Она хотела быть с тем, кто действительно понимал ее, с Дамиром. Однако вдалеке за колонной стояла Кэролайн. Она не могла поверить своим глазам. Ревность и обида вспыхнули внутри нее. О, это было захватывающее зрелище. Луиза, думаю, Ксавьеру будет интересно узнать, чем ты тут занимаешься, пока он развлекается с друзьями. Луиза замерла, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Она знала, что Кэролайн может все рассказать, а Ксавьер вряд ли оставит это так просто, ведь для него отношения тоже были частью его публичного образа. «Кэролайн, пожалуйста, это совсем не то, что ты думаешь». «Правда? Ты меня недооцениваешь. Либо ты найдешь способ убедить меня молчать, либо Ксавьер узнает обо всем уже сегодня». Луиза смотрела на Кэролайн, ощущая внутренний конфликт. Страх потерять Ксавьера и всю связанную с ним популярность боролся с желанием наконец быть собой без лишней фальши. «Кэролайн, мне нечего тебе объяснять. Если хочешь рассказать Ксавьеру, рассказывай. Честно говоря, я устала играть роли ради чужих ожиданий». «Ого, ты так решила сыграть независимую? Уверена, что знаешь, к чему это приведет. Ксавьер не потерпит предательства, особенно когда он вкладывается в ваш идеальный союз». «Мы оба играем свои роли, и если он этого не видит, мне, пожалуй, все равно. Я устала от этого спектакля». «Как знаешь, но не говори потом, что я тебя не предупреждала. Ты все потеряешь, Луиза». И если потеряю, то значит это никогда не было моим по-настоящему. После разговора с Кэролайн, Луиза и Дамир решили ненадолго уйти с бала, чтобы побыть вдали от суеты. Они вышли на улицу, где снежинки медленно кружились в воздухе, окутывая город мягким белым покрывалом. Холодный воздух придавал свежесть каждому вдоху, и Луиза ощущала себя словно освобожденной от тяжелых оков, которые так долго ее держали. Ты в порядке? Теперь да. Спасибо тебе, Дамир. Если бы не ты, я бы, наверное, так и продолжала жить чужой жизнью, ради чего-то, что даже не делает меня счастливой. Луиза, счастье это то, что ты выбираешь сама. Ты удивительная, и тебе не нужен чей-то статус, чтобы быть собой. А если ты счастлива, это самое главное. В глубине души Луиза чувствовала, что с Дамиром ей не нужно притворяться. Он знал ее настоящую, и это приносило ей покой. Однако спокойствие нарушил внезапный звонок. Луиза вздрогнула, посмотрев на экран. Звонил Ксавьер. На секунду у нее снова пробудился страх, но она уже сделала свой выбор. Ответив на звонок, она услышала его холодный и недовольный голос. Луиза, мы должны поговорить. Мне тут кое-что рассказали, и, честно говоря, я в шоке. Ты и Дамир. Ксавьер, мне очень жаль, что ты узнал об этом таким образом, но я думаю, нам нужно закончить эти отношения. Я не хочу больше притворяться и чувствовать себя несчастной. Ты заслуживаешь кого-то, кто искренне будет с тобой, а не просто ради популярности. Я этого не ожидал от тебя, Луиза, но если ты так решила, что ж, прощай. Ты сильнее, чем думаешь.
Луиза поняла, что ее выбор был правильным. Больше не было необходимости быть кем-то другим. Она была рядом с тем, кто любил ее такой, какая она есть. И для нее этого было достаточно. Через пару дней после зимнего бала. Ксавьер? Кэролайн, мы можем встретиться в парке? Мне нужно с кем-то поговорить. Я понимаю, что ситуация между нами не очень приятная. Я пойму, если ты откажешь. Это для тебя очень важно? Да. Ладно, я сейчас как раз недалеко от парка. Через 15 минут сможешь? Да, я буду. Спасибо. Привет, спасибо, что пришла. Да не за что. Я расстался с Луизой. Ого, почему? На зимнем балу она мне изменила с Дамиром, мне неизвестный номер скинул. У меня были какие-то подозрения, ведь она с ним проводила немало времени. Даже не знаю, что сказать, чисто по-человечески. Я тебе соболезную, мне правда жаль. Я видела, что ты ее по-настоящему любил. Спасибо, Кэр. Что? Я же ему не рассказывала про Луизу с Дамиром. Может, кто-то кроме меня их еще видел? Ну, наверное, сложно принять такое, да? Да, я всегда думал, что если искренне любишь человека, то он ответит тем же. И вот все оказалось иначе. И иногда люди не оправдывают наших ожиданий. Ты заслуживаешь большего, Ксавьер. Ты всегда говоришь как есть, прямо. Спасибо тебе за это. Просто пытаюсь быть честной. Ты сказала, что тебе жаль, но это звучало как-то особенно искренне. Ты ведь знала, что у нас с Луизой не все гладко, верно? Я видела, что ты был счастлив, когда только начал встречаться с ней, и мне правда жаль, что это так закончилось. А ты никогда не чувствовала, что я сделал ошибку? Ты ведь сделал свой выбор, Ксавьер. Я не хотела вмешиваться. Кэролайн, ты ведь всегда была рядом, даже когда мы поссорились. И я знаю, что подвел тебя. Это в прошлом. Ты выбрал Луизу, и я приняла это. Просто мне действительно жаль, что все так обернулось. Знаешь, сейчас, когда я рядом с тобой, мне как-то спокойнее. Как будто именно с тобой мне нужно было быть все это время. Ксавьер, просто дай себе время. Не нужно делать поспешных выводов. Ты права, но мне хочется, чтобы ты знала, ты для меня всегда была особенной. Я знаю. Она чувствует, как внутри все смешалось. Обида, надежда, старые чувства, которые она пыталась подавить. Ксавьер, мы оба знаем, что все это непросто. Ты только что расстался с Луизой, и я не думаю, что сейчас время для... Время для чего, Кэролайн? Я просто хочу быть с теми, кому могу доверять, и с кем мне по-настоящему спокойно. Ты сказал, что подвел меня. Я не хотела, чтобы ты чувствовал себя виноватым. Ты сделал свой выбор, и я его уважала, но это не значит, что мне было легко. Я знаю, и мне правда жаль. Только теперь, когда все разрушилось, я понял, что потерял кого-то важного. Тебя. Ксавьер, если честно, я долго старалась забыть тебя. Мне казалось, что если ты счастлив с Луизой, то, может, и мне станет легче, но... Но все не так просто, да? Кэролайн, я не знаю, что будет дальше. Но могу ли я попросить у тебя еще один шанс? Хотя бы как друга. Друга? Ну, думаю, это вполне возможно. Спасибо. Я правда ценю это. Каждый чувствует, что их связь начинает оживать заново. Возможно, теперь у них есть шанс построить что-то настоящее, без обид, лжи и тайн. Знаешь, раз мы здесь, в парке, почему бы не прогуляться? В смысле, просто пройтись? Ну или не совсем просто. Тебе конец. Конечно, давай. Кэр, покажи, на что способна. Через 15 минут. Знаешь, я не помню, когда последний раз был так счастлив. Может, тебе просто нужен был кто-то, кто умеет играть в снежки? Или кто-то, кто умеет быть рядом, когда это так нужно. Кэр, я очень рад, что ты дала мне этот шанс. Мне тоже приятно, что мы снова дружим. На следующий день в школе.
Кэр, ты чё так сияешь? Эндрю в любви признался? Не совсем. Я с Ксавьером помирилась и, надеюсь, сделала правильный выбор. Хм. Ого, так значит вы с Ксавьером снова друзья? Или что-то большее? Ты же вроде не просто так переживала из-за него. Ну, не знаю, пока что просто общаемся, как раньше. Но я правда рада, что мы снова на одной волне. Он открылся мне, рассказал обо всем, и я поняла, что зря на него злилась. Понимаю, ну и как он? Как вообще держится после всего? Сначала был в шоке, конечно. Представляешь, узнать на зимнем балу, что тебя использовали. Он ведь на Луизу серьезно рассчитывал, даже думал, что нашел ту самую. Но теперь он будто сбросил с себя груз и выглядит даже счастливее. Звучит так, будто его на самом деле волновало только твое мнение. Вы ведь всегда были близки, и может он тоже что-то чувствует? Да ну, я вообще не уверена, что он готов к новым отношениям после такого. Да и мне пока тоже страшновато рисковать. Но признайся, Кэр, тебе же не все равно на него. Да, Алина, не все равно. Даже если я пыталась это скрыть, я все равно все это время о нем думала. Ну так в чем тогда проблема? Если вам обоим хорошо вместе, может, стоит рискнуть? Просто я не хочу быть для него утешением после Луизы. Я еще боюсь, что наши отношения снова станут сложными. Ведь когда у него появилась Луиза, он резко отдалился, а потом и вовсе стал другим человеком. Я не знаю, готова ли снова пройти через это. Понимаю, но ты ведь сама говорила, что он изменился после всего. Может, он тоже многое осознал и теперь будет честнее с тобой и с собой? Ты, конечно, права, я это тоже чувствую. Он так искренне извинялся и даже сказал, что ему жаль, что он потерял нашу дружбу из-за всего этого. Я прямо не ожидала услышать от него такие слова. Это о многом говорит, знаешь ли. Зачем бы он тогда так старался вернуть тебя в свою жизнь? Может, ты и права. Я подумаю об этом. Просто хочется, чтобы это было не временное помутнение, а что-то настоящее. Ну и отлично. А вообще, я думаю, вам обоим стоит просто наслаждаться моментом. Без спешки, без ожиданий. Просто быть рядом друг с другом и смотреть, что из этого получится. Ты всегда знаешь, как меня успокоить. Всегда к твоим услугам, мэм. Ну все, давай, не робей, дерзай. Кто знает, может, эта история действительно окажется чем-то важным для вас обоих. Знаешь, еще одна проблема есть. Это Эндрю. Ох, ну с ним все понятно. Ты ведь знаешь, что он к тебе неравнодушен, да? Да, я это давно заметила. Он мне правда очень дорог, как друг, и я не хочу его обижать. Но иногда мне кажется, что он ждет от меня большего, чем просто дружба. Я боюсь, что он скоро решится заговорить об этом. И что ты собираешься делать, если он предложит встречаться? Вот именно, что не знаю. Я не хочу терять его, но и обманывать его чувства не смогу. А еще после того, как я помирилась с Ксавьером, мне кажется, что у нас с Эндрю просто нет шансов на что-то большее. Но как ему это объяснить? Он такой добрый и отзывчивый. Я не хочу его ранить. Слушай, Кэр, мне кажется, что здесь лучше быть честной. Он это оценит, поверь. Гораздо хуже, если ты будешь увиливать или начнешь строить ему иллюзии, сама того не желая. Да, ты права, но это так сложно. Мне нужно найти подходящие слова, чтобы он понял, что я его очень ценю, но только как друга. Ты справишься, главное, покажи ему, что он для тебя важен. Скажи, что дружба с ним действительно значит для тебя многое, но ты просто не видишь между вами романтического будущего. Надеюсь, он поймет. О, а это кто тут идет? Такие миленькие. Неужели Лина и мой братец Кайден? Ханна, ну перестань. Ладно, чего ты пристала к нам, Ханна? И вообще, это ведь ты первая намекнула Лине, что я не так уж и плох. О, то есть это я виновата? Ну да, я как раз мечтала, чтобы моя подруга стала моей будущей свояченицей. Будущей свояченицей? Ничего себе, какие у тебя планы на нас, Ханна.
Ага, это все она спланировала, коварный гений. Теперь понятно, почему она так активно нас сводила вместе. Так, слушайте, кто-то же должен был толкнуть вас в правильном направлении. И потом я просто не могла видеть, как ты, Кайден, мучаешь бедных девчонок своим. Я ни с кем не встречаюсь. Ладно, ты нас поймала. Спасибо, Ханна. Это было лучшее решение. Да, спасибо тебе, сестренка. И не переживай, мы еще отомстим за все твои подколы. О, боюсь даже представить, что вы двое затеете. Но знайте, я готова ко всему. Так, ну и как оно, быть самой популярной парочкой в школе? Кажется, все только и обсуждают вас двоих. О, да ладно тебе, это всего лишь неделя прошла, а ты уже называешь наш самой популярной парочкой. Смешно даже. Да, Ханна, ты преувеличиваешь. К тому же я не уверена, что готова к этой популярности. Ой, да ладно, не притворяйтесь скромными. Все уже заметили ваши взгляды друг на друга. Я ведь видела, как ты, Лина, краснела каждый раз, когда Кайден проходил мимо до бала. Может быть, чуть-чуть. А ты думала, что я не замечу? Это ведь я специально крутился рядом, чтобы ты меня увидела. Вот это новости! Так значит, мой братец еще и специально старался? Как мило! Ну а что, когда перед тобой сидит кто-то, кем ты хочешь быть рядом, стараешься воспользоваться шансом. Лина, а ты еще не задумывалась, насколько ты влиятельная? Сначала зимний бал, теперь мой брат. Все так быстро меняется. Ну, возможно, ты права, хотя в это все еще сложно поверить. Эй, а как он тебе вообще в паре? Надеюсь, слишком не вредничает? Ну, иногда вредничает, но в целом милый. Ты же знаешь своего брата. Вот так, значит, да? Иногда вредничает. Сама ты тоже не ангел, знаешь ли. Ага, вот оно как, видимо, еще та парочка. Ладно, ладно, оставлю вас, не буду мешать вам глазки строить друг другу. Эндрю, спасибо, что согласился поговорить. Есть кое-что, о чем я давно хотела с тобой обсудить. Конечно, Кэр, о чем угодно. Ты выглядишь серьезной, все в порядке? Да, все в порядке. Просто я хочу быть честной с тобой, потому что ты очень важен для меня. Ты ведь знаешь, что я всегда ценила нашу дружбу, да? Да, конечно, ты тоже для меня многое значишь, Кэр. Без тебя было бы совсем по-другому. Эндрю, ты мне правда очень дорог, но мне кажется, что ты надеешься на большее между нами, и я боюсь, что могу тебя подвести, потому что мои чувства не такие, как у тебя. Я понимаю, я, наверное, действительно надеялся, но, если честно, я уже начал догадываться. Ты и Ксавьер, видно, что он тебе не безразличен. Ты это заметил? Кэр, я же не слепой. Я вижу, как ты на него смотришь, и знаешь что? Это нормально, мне просто важно, чтобы ты была счастлива. Я переживал за тебя, но, наверное, зря надеялся, что у нас может быть что-то большее. Спасибо, что понимаешь, Эндрю. Я боялась, что потеряю тебя, если скажу все это. Ты мне правда очень дорог, и я бы не хотела, чтобы наши отношения изменились. Я знаю, Кэр, мне нужно немного времени, но я не хочу терять тебя тоже. Пусть это просто дружба, но она для меня важна. Я всегда буду рядом, Эндрю. Спасибо, что ты такой понимающий и добрый. Ладно, хватит драмы. Давай просто останемся хорошими друзьями. А я, может быть, когда-нибудь найду кого-то, кто будет смотреть на меня так, как ты на Ксавьера. Ты обязательно найдешь. Ты заслуживаешь самого лучшего, Эндрю. Знаешь, а я действительно рад, что ты рассказала мне обо всем. Теперь как-то легче на душе. А то все думал, что может между нами что-то произойдет, если я просто подожду. Прости, что тебе пришлось так долго ждать и надеяться. Просто я не хотела терять твою дружбу и боялась, что разговор все испортит. Все в порядке, зато теперь я точно знаю, на чем стою. И знаешь что? Наверное, это к лучшему.
У нас с тобой своя особенная связь, и, честно говоря, мне бы не хотелось ее разрушать. Пусть это просто дружба, но она действительно важна для меня. И для меня тоже. Мне кажется, без тебя я бы не справилась со многими вещами. Ты всегда рядом, когда мне это нужно. Ну, теперь мы просто будем лучшими друзьями, которые понимают друг друга, как никто другой. Звучит идеально. Спасибо, Эндрю. Кстати, раз уж мы теперь все выяснили, можно задать вопрос? Конечно, что угодно. Так, Ксавьер, вы теперь снова друзья или что-то большее? Эндрю, мы пока просто друзья, честно. Я сама еще не до конца разобралась в своих чувствах. Он, знаешь, столько всего пережил. Мне бы не хотелось торопиться или ставить его в неловкое положение. Ну, если что, знай, что я всегда буду твоей поддержкой, даже если ты решишь рискнуть с ним. А если он посмеет тебя обидеть, ему придется иметь дело со мной. Знаю, ты бы не дал меня в обиду. Ладно, я в столовку. Вот уроды, повысили цену на сок. Мне не хватает. Тебе добавить? Что? Эндрю? Да, ты вроде Хана, верно? Подруга Кэр. Да. Я за нее заплачу. Ну, спасибо, что ли. А почему ты заплатил за меня? Тебе же Кэрон нравится. А какое это имеет дело к Кэр? Мы с ней все обсудили, я думаю, ты знаешь, что она помирилась с Ксавьером. Ого, она мне, наверное, еще не успела сказать. Да, она хотела рассказать, но, видимо, не успела. Она помирилась на выходных, и вроде бы все нормально. Ты как, кстати? Да нормально вроде, просто не ожидала. Я думала, у них окончательно все. Понимаю, у них дружба как американские горки, то вверх, то вниз, но, похоже, они решили попробовать снова. Надеюсь, на этот раз получится. А ты как с этим? Честно, да нормально. Я за нее рад, если она счастлива с ним. Просто иногда хочется, чтобы все было проще, знаешь? Знаю, все эти запутанные истории, так сложно понять, кто с кем и что чувствует. Ну, это жизнь. Но знаешь что, все равно приятно иногда просто поговорить с кем-то, кто понимает. Я рада, что ты так думаешь. Знаешь, ты, оказывается, не такой уж и плохой. О, спасибо, приятно это слышать. А то у меня репутация какого-то мрачного типа, кажется. Ну, ты всегда выглядишь немного отстраненным. Думаю, из-за этого люди не решаются с тобой заговорить. Звучит правдиво. Просто мне проще наблюдать со стороны, чем ввязываться во все подряд. Но ты, похоже, одна из немногих, кто это замечает. Ну, я тоже не всегда в центре событий, если честно. Но, видимо, я умею видеть людей за их масками. Это хорошее качество. Слушай, а давай после занятий куда-нибудь сходим? Ого, предложение неожиданное. Но да, почему бы и нет? Было бы интересно узнать тебя получше. Отлично. Может, прогуляемся в парке или зайдем в какое-нибудь кафе? Договорились. Надеюсь, ты любишь мороженое. У меня к нему слабость. Еще бы. Тогда у нас есть план. Странно, что я ее раньше не замечал. Кажется, я всегда видел ее рядом с Кэр и думал, что она такая же. Приятно удивляет. О чем задумался? Да так ни о чем. Через пару месяцев. 5 апреля. Знаете, ребята, я так давно хотел вам сказать. Думаю, что готов предложить встречаться Кэролайн. Я просто не могу больше без нее. Когда мы были в ссоре почти всю осень и зиму, это было так тяжело, и я не находил себе места. Мы заметили, Ксавьер, ты был совсем не в своей тарелке. Видеть, как вы помирились после зимнего бала, было настоящим счастьем. Полностью поддерживаю Лину. Я всегда знала, что вы созданы друг для друга. Ты так сиял, когда мы снова увидели вас вместе. Это правда, брат.
Да, вы правы, я просто понял, что Кэролайн это не просто какая-то симпатия. Она — это все. Я знаю, что она была влюблена в меня уже давно, но я не хотел портить нашу дружбу. Боялся, что если что-то пойдет не так, мы потеряем друг друга. Но теперь ты уверен? Уверен, что готов сделать этот шаг? Да, я чувствую, что готов. Мы уже прошли через ссоры, через недопонимание, но несмотря на все это, мы все равно вернулись друг к другу. И я не хочу больше упускать ни одного шанса быть с ней. Ксавьер, это потрясающе! Она была бы счастлива, если бы услышала твои слова. Думаю, ты делаешь правильный выбор. Спасибо, друзья. Без вашей поддержки я бы, возможно, никогда не решился бы на это. Теперь осталось только одно – найти подходящий момент и сказать ей. Кэролайн, я хотел поговорить с тобой о чем-то важном. О, звучит серьезно. Что-то случилось? Помнишь, как долго мы были в ссоре осенью и зимой? Это было непросто для меня, и, как оказалось, это многое изменило. Конечно, помню. Это было непростое время, но в итоге мы нашли дорогу друг к другу. Мне было так хорошо, когда мы снова стали говорить после зимнего бала. Это будто вернуло мне частичку души. Кэролайн, я все это время пытался разобраться в своих чувствах, и я не понимал, насколько сильно ты мне нужна, пока тебя не оказалось рядом. Каждый день мне было все хуже, и когда я увидел тебя на зимнем балу, я почувствовал, что все встало на свои места. Ксавьер! Я люблю тебя, Кэролайн, всегда любил, просто был слишком глуп, чтобы это осознать. Ты была рядом, когда мне было трудно, и всегда поддерживала. Я больше не хочу терять ни минуты без тебя. Кэролайн, ты сделала меня по-настоящему счастливым, и я хочу, чтобы это счастье продолжалось. Будешь ли ты моей девушкой? Да, Ксавьер, да! Я мечтала об этом с самого начала, с тех пор, как впервые увидела тебя. Теперь можно тебя поцеловать? Спустя 6 лет. Кэролайн и Ксавьер поженились, у них родилась дочь Милли, ей 3 года, у них совместный бизнес. Лина и Кайден тоже поженились, у них дочь Лана, ей 2 года. У Кайдена есть своя сеть отелей по стране, а Лина сидит дома с ребенком. Данте и Альбина также поженились, у них сын Давид, ему 4 года. У Данте свой бизнес, а Альбина стала художницей. Эндрю и Ханна также поженились. У них дочь Дженни, ей 4 года. Ханна работает на себя в кондитерской, а Эндрю директор компании. У всех отличный конец в этой истории. Все нашли свой путь. Happy End. Так, ну что, сериал неплохой, что-то под конец я увидела, что у всех абсолютно бизнес. Ну, у всех абсолютно. Ни у кого нет, знаете, нет никакой среднестатистической какой-нибудь семьи, которая просто работает, хорошая зарплата, просто могут себе позволить там попутешествовать, все дела. У всех сразу там компания, у кого-то там свой бизнес, все дела. Ну, да. Прям, знаете, класс бизнесменов, их там учили. Что за школа? А ну-ка, номерочек давайте, говорите, я туда заново пойду с 1 класса по 11 проучусь заново. Вот. Сериал неплохой, очень жалко, кстати, Эндрю, прям, блин, как-то даже хотелось, чтобы главная героиня была с Эндрю. Потому что потом Ксавьер что-то на середине такой типа пропал, мне стало скучно. А Эндрю прям, ну знаете, как парень такой легкий, прям такой, то, что нужно было. Ну, понятное дело, главная героиня как бы не прикажешь ей чувствам, она все-таки любит Ксавьера, а не Эндрю. Эндрю она просто относится как к другу, поэтому не будем против. Но Эндрю очень классный. Мне понравился Эндрю. Ксавьер, ну, Ксавьер просто тупой. Осознал поздно. Еще я хотела бы добавить второе. Мне не очень понравились вот эти вот текста, очень длинные. Как бы сказать правильнее. Чувство, как будто вот чат GPT был какой-то, ну, нейросеть, которая добавляла вот этой кучи воды. Я именно про текста, когда
там, да, типа Данте, Луиза, там посмотрели друг на друга, вокруг них кружатся снежинки, делая на улице какое-то покрывало, вот что-то такое было. Ну, это так, это просто, это с такой кучей воды, это даже интерес пропадает, потому что это уже не живое, как будто, я даже не знаю, как это сказать, вот прям неживой текст, вот. Я считаю, это немножечко минусом, не знаю, что ли. Возможно, автору это понравилось, что ли. Но вот ChatGPT добавляет, ну, делает какую-то красивую фразу, да, но добавляет кучу ненужного, куча просто, не знаю, куча воды. Ты уже теряешься там в мыслях, то, блин, ты уже спутаешься. У Снежинки, блин, роман происходит сейчас, или у кого-нибудь там из персонажей. Да, снежинки крутятся, я верчусь. Ну, короче, вот, ну, я считаю, что немножечко неудобно было вот читать вот эти огромные текста, особенно даже бессмысленно. Вот убрать те текста, и сюжет вообще не изменится. Вот совершенно, абсолютно, да, если там, ну, вот абсолютно, да. Вот, это уж можно было кратко, одной фразой сказать, да, это будет кратко, понятно и более-менее приятно даже. Вот, ну это так. Не знаю, может, автору просто нравится, но мне почему... Ну, я просто хотела сказать, да. Ну, возможно, кто-то тоже это заметил, но... Я рада, что здесь не нашлись какие-то тупые дуры или тупые дураки, которые, там, не знаю, вели себя отвратительно. Вот Луиза. Луизу не сделали какой-то стервой, которая гоняла за популярностью. Она просто, ну, вот... Просто какой-то новый вид персонажа, понимаете? Не знаю, я впервые такое видела, где вот персонаж, ну, типа, да, гонится за популярностью, но потом она в конце сама осознала. Не кто-то там у нее, не парень там, ну, она, да, я понимаю, что она изменила в последний момент и поняла, что все-таки, да, кто же? Кстати, а кто все-таки рассказал про точнее, про то, что она поцеловалась Данте? Кто это сделал? Так и не рассказали. Я хотела вот узнать этот моментик. Вот мне интересно. Я думала, что это Эндрю. Типа, он увидел, что там, не знаю, Ксавьер и, короче, Кэр, они там... Хотя, может, подруга кто-то. Ну, вот не знаю по поводу подруги. Я вообще без понятия, кто это мог быть. Но, надеюсь, автор ответит, не знаю, в комментариях здесь или хотя бы где-то. Хоть где-то ответит, кто же все-таки дал информацию к Ксавьеру, что Луиза поцеловалась там с Данте, или кто-то там изменил ему все дела, короче. Вот, все-таки главная героиня сказала, что она этого не делала. Типа, кто же тогда? Может, автор забыл, там подобное? Окей. Третья, там, по-моему, сборник, короче, длится 1:30. 1:30. Ну, там 1:37, 33, короче, не помню. Но, как вы видите, он растянулся почти на 2 часа. Я сейчас сама наговорю на 2 часа, потому что текст очень быстро шел, очень. Вначале я пыталась как-то вот минутки 2 я что-то озвучила, такая, все, я больше не могу, это невозможно. Меня прям задыхаю, мне кажется, авторы меня все хотят убить. Я прям отвечаю, я задыхаюсь. Мне кажется, мне потом нужно скорую вызывать. Кто-нибудь спасите меня, потому что я не успеваю, я просто типа вообще кошмар. Но вот, но я как бы ускорила, и как вы видите, с 1:37 или сколько там, почти 2 часа. Ну, это уже не важно, это мы все пропустим. Это, ну, зато все было равномерно, все шло как нужно, прям даже гладко, я даже как-то так растянула, что оно даже особо паузы я могла дышать, я могла освободиться. Короче, все, я перестаю говорить, все, я молчу. Так вот, если вам понравился этот сериал, я надеюсь, что он вам понравился, то обязательно подписывайтесь на канал автора. Вот, ссылочка в описании, а также на ее телеграм-канал, который прорекламировали в начале. Вот, ссылочка тоже в описании, просто ссылочки прям первые в описании указаны будут. Вот, если вам понравилась моя озвучка, то обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео и пиши свой комментарий, я обязательно его прочитаю. Вот, и, конечно же, если вам понравился сам сериал, и если вы хотите что-то там написать про сериал, то пишите под сборником автора, ссылочка в описании, но оригинал будет. Поэтому, как бы, да,
Пишите свои впечатления в комментариях у автора под видео. Ну и всем большое спасибо за просмотр. Спасибо, что ты есть. Ну и всем пока.